Всем привет! Для создания эустомы нам понадобится зефирный фоамиран белого цвета, вот такой вот нежный фиолетовый, желтый и иранский фоамиран темно-зеленого цвета. На самом деле для создания основного цветочка вы можете выбрать любой цвет. Эустомы бывают разного цвета, бывают розовые, желтые, персиковые и даже белые. Поэтому цвет вы можете выбрать самостоятельно. Далее нам понадобится вот такой вот флористический рукав, самый маленький. Далее у меня есть вот такой молд эустомы с вайнером. Вы можете выбрать любой, какой есть у вас. Далее у меня есть листья тоже в молде и вайнере. В принципе, можно использовать любой стандартный молд для листа. Далее нам понадобится белая акриловая краска. У меня заготовка для фонарика. Вот такая беленькая. Далее нам понадобится булька 1-сантиметровая. Также мы будем использовать губку пищевую, ножницы, клеевой пистолет, масляную пастель. Желтый цвет у меня 201, фиолетовый 211 и парочка коричневых оттенков 236 и 238. Вот так. В целом все. Ну, конечно, утюг нам всегда понадобится в работе. Чуть не забыла упомянуть о самом главном. Нам, конечно, понадобится проволочка. У меня тут 0,10 миллиметров. Я вот делаю на ней петельку. И, конечно, нам понадобится здесь глина для создания сердцевинки нашего цветочка. Для того, чтобы она была объемная, красивая и удобная. Я использую, опять же, ту же самую глину, которую использую всегда. Она самая дешевая, стоит 100 рублей. 102 рубля для детских поделок. Вот так она выглядит. Я ее храню в контейнере, потому что она может засохнуть. Берем небольшой кусочек глины, скручиваем кружок. Эта глина не очень любит, когда ее долго мнут, поэтому работаем быстро. Сразу продеваем и начинаем выстраивать сердцевинку. Она вот такая. Сначала делаем каплеобразную. Так, то есть здесь должна быть круглая форма, а ближе к вершине должна быть вот такая вытянутая. Чем тоньше вы сделаете вот эту вытянутую часть, тем правдоподобнее, красивее цветочек у вас получится. Прокручиваем аккуратно, чтобы глина не сломалась, не испортилась. Вот примерно так у нас получается. Это слишком длинное, поэтому я немножко уберу лишнего. И здесь обратите внимание, на самой вершинке мы берем ножницы и проделываем вот такую полосочку. Сюда мы будем вклеивать основу из фоамирана для сердцевинки нашего цветочка. Вот так. Мы заготавливаем для нее место. Все. Чем уже будет вот это горлышко, тем правдоподобнее, красивее цветочек у вас получится. Слишком долго не мните, иначе глина начинает крошиться. Все, теперь на час-полтора откладываем, пусть она высыхает. Пока сохнет глина, займемся основными лепестками. Нам нужно будет порезать фоамиран на полоски. Полоску берем пошире, потому что мы будем вытягивать фоамиран. Вот у меня заготовка, то есть я ее прикладываю, да, по молду. И буквально еще сантиметров 4-5 можно прибавить, потому что мы будем сейчас двигать фоамиран, тянуть его, чтобы он стал тоньше. Как правило, чем более яркий фоамиран зефирный, тем он более плотный, даже 1-миллиметровый, поэтому будем его истончать. Прежде чем работать с молдом, мы истончим фоамиран. Для этого нам понадобится раскаленный утюг. Прикладываем фоамиран. Видите, он начинает пузыриться. Это очень быстро нужно делать. Кладем и вытягиваем. Несколько секунд подождем, для того, чтобы фоамиран остыл. Вот, разница очевидна, да, он стал немного уже по ширине, но намного тоньше, вот он полупрозрачный. И, соответственно, здесь тоже видно, насколько фоамиран стал тоньше. Таким образом, истончаем полностью всю нашу полосочку. Кладем, и вытягиваем. Вот видите, нужно быть очень аккуратным, осторожным, для того, чтобы фоамиран
не порвался. Далее точно так же. Это нужно делать быстро. Вытягиваем. И потом будем уже с этой заготовкой работать с молдом. Еще раз нагреем и еще раз будем отпечатывать на молде. Так, следующий этап работы с лепестками. Прикладываем силиконовую часть на фоамиран. Это крайне важно, не выпуклую часть, да, а вот эту вогнутую силиконовую прикладываем на фоамиран. Также прикладываем фоамиран вместе с силиконовой заставкой на утюг горячий. Фоамиран греется в течение нескольких секунд и отжимаем на молде. Можно перевернуть хорошенько, чтобы отпечаток был лучше. Итак, вот такая красота получается. Все прожилки видны. Именно такой способ используем для работы со всеми молдами, которые оснащены еще и верхним вайнером. Это очень удобно. Ну, поехали дальше. Точно так же работаем с фоамираном иранским, но только его не нужно предварительно обрабатывать на утюге. Мы просто вырезаем полосочку по молду, ну, с небольшим запасом, буквально 1 сантиметр, чтобы было удобно. И отжимаем его на молде, для начала подогрев на утюге, как мы это делаем всегда. Но работаем точно так же. Берем силиконовую часть. Прикладываем на иранский фоамиран. Подготовьте молд, чтобы было удобно, да, сразу вот так. И нагреваем. Иранский фоамиран намного толще, поэтому можно нагревать его в течение 5-6 секунд. И отжимаем также на молде очень хорошо. Вот такая красота получается. Отрабатываем точно так же. Нам понадобится для одного цветочка 2-3 таких заготовки, потому что это будет один целостный листочек. То есть мы не будем отрезать их отдельно, это будет такая связка 2 листочков. Вырезаем по молду. Здесь нужно очень аккуратно. Сначала я убираю все лишнее. Ножницы должны быть очень острыми, потому что фоамиран цепляется. Если ножницы острые, то вам будет удобно резать. Итак, он очень тонкий, поэтому аккуратно вырезаем по молду оба наших лепесточка. Если что, можно будет потом поправить. Но я говорю, за счет того, что фоамиран очень тонкий, он зацепляется, поэтому ножнички должны быть супер острые. Здесь, видите, у нас 2 хвостика соединены по молду. Вот так, поэтому здесь нужно также аккуратно вырезать. Я прорезаю один и убираю лишнее, чтобы потом было удобно дорезать оставшихся лепесточек. Так, и вырезаем аккуратненько. После того, как мы вырезали наши лепесточки, их нужно немного обработать. Берем фиолетовую пастель, ну, ту же самую, которая у нас есть, 211, и чуть-чуть проходимся по краешку. Буквально немножко. Таким образом, обрабатывая все лепестки, делаем так, чтобы это не было особо, не особо выделялась наша тонировка. Именно поэтому я пальчиком немножечко растушевываю, чтобы было видно более яркое на конце и к середине более слабый оттенок. Далее берем нашу любимую желтенькую пастель и можно немножко вот здесь тоже проработать уголок. Его где-то видно, где-то не видно, поэтому я чуть-чуть все равно подкрашиваю. Таким образом обрабатываим все наши лепесточки фиолетового цвета. Ой, если вы работаете с другим цветом, например, хотите розовую эустому, вы точно так же можете обработать розовый фоамиран чуть-чуть по краю более яркой масляной пастелью этого же оттенка. Ну, то есть, например, розового или персикового. Очень много оттенков эустомы, можете посмотреть, но мне вот нравится такой нежный фиолетовый. За разговорами вы, наверное, уже заметили, что я чуть-чуть обработала край лепестка. Я складываю в гармошечку. Фоамиран супер легкий, супер мягкий, поэтому нужно совершенно чуть-чуть его обработать, просто для того, чтобы, во-первых, добавить прожилок, ну, во-вторых, еще стал более мягкий.
и немножечко, чуть-чуть подкрутить, если это необходимо вот в местах, ну, на краях лепесточка. Если у вас не очень четкий молд, вы можете еще пальчиком вот здесь подтянуть, тем самым делая более глубокое углубление с этой стороны и более лучший красивый загиб с внешней стороны. Вот так. Фоамиран супер тонкий, он хорошо поддается обработке. Переходим к работе с сердцевиной. У меня здесь темный зеленый цвет, который я всегда использую. Вот такого он цвета. Названия у него нет и номера, к сожалению, тоже. Он у меня очень супер старый. Темный зеленый гуашь называется. Ну, в целом я добавила сюда еще акрила, поэтому у меня получилась акриловая краска. Я беру немного зеленого цвета и желтый акрил. Перемешала. Должен получиться такой нежно-зелененький оттенок. Такой цвет травы, скажем так, для сердцевинки. Берем нашу заготовку, она уже высохла, как вы помните. Ну, вот примерно такой оттеночек, яркий, светленький, должен получиться. Я окрашиваю не везде, потому что здесь буду наносить уже клей. Клей на краску наносится не очень хорошо, поэтому я оставляю пространство. Вот видите, здесь не докрашиваю. Верхушечку полностью хорошо прокрашиваю жирненько, да, чтобы ничего не было видно. Чтобы нашу заготовку глиняную видно тоже не было. Ну и все, оставляем высыхать. Можно еще сверху покрыть акриловым лаком для более хорошего нанесения краски, для того, чтобы ничего нигде не слезло. Но знаете, что на лак еще хуже ложится клей, поэтому я окрашиваю лаком буквально вот здесь. Сейчас покажу, как это делаю. Вот уже на высохшей поверхности красочки, вот видите, он какой светленький получается. Я беру лак, у меня этот лак для ногтей, вы используете акриловый. Все это финишую, ну, то есть закрываю, да, чтобы красочка не сошла и не потрескалась. Все, вот здесь, видите, хорошо видно границу, то есть здесь блестит, а здесь уже я буду наносить клей, поэтому не окрашиваю лаком. Ну, все, заиграла. Далее работа с сердцевинкой подразумевает работу с тычинками. Нам нужен желтый зефирный фоамиран. Берем кусочек, вот здесь у меня уже отрезано. Здесь 5 сантиметров в длину. Можно на самом деле длину делать больше, но для меня просто это удобно. И примерно 1,5 сантиметра в ширину. Вот такую полосочку отрезаем. Ширина должна быть точно не больше 1,5 сантиметров, а в длину можно использовать больше. Здесь как вам удобно. Итак, я беру утюг, прикладываю фоамиран. Это делать нужно очень быстро. Губочкой разглаживаю все пупырышки и начинаю закручивать. Фоамиран быстро греется, поэтому очень быстро это делайте. Прогреваю и аккуратно беру и растягиваю. Растягиваю плавно, потому что он тоже может порваться. Максимально растягиваю, но вы почувствуете, когда он уже упрется, то есть перестанет тянуться фоамиран, тогда значит уже все, хватит тянуть, иначе можно порвать. Вот в таком натяжном состоянии, натянутом, держите несколько секунд, пока фоамиран не остынет. Вот все, видите, полосочка уже форму не меняет. Далее нам нужно будет из вот таких вот толстеньких полосочек сделать вот такие тоненькие. Да, это возможно. Берем и просто перекручиваем фоамиран. Жестко перекручиваем, видите, да, разница по всей длине нашей полосочки. Вот таким образом просто крутим, и он принимает такую форму. То есть он сжимается и становится вот таким вот тоненьким. Это уже наши будущие заготовки для тычинок. Поэтому прорабатываем всю полосочку, просто перекручивая. Если где-то у вас еще остается пухлый фоамиран, соответственно, делаем его более узеньким. Вот. Видите, длина у нас как изменилась, да? Из 4 сантиметров получилось, ну, не знаю, тут, наверное, 15. Вот так вот тянется фоамиран. Поэтому мне 5 сантиметров в длину нашего прямоугольничка достаточно. Здесь получается примерно, ну, я не знаю, сейчас пойдем смотреть по сантиметру, сколько у нас будет тычиночек. Ну, штук 8, наверное, точно получится. Для одного цветочка нам надо будет тычинок 10. Поэтому, может быть, хватит этой полосочки, может быть, нужно будет делать дополнительно. Здесь будете смотреть от каждого цветочка.
Все, прокручиваем. Вот такая красота получилась. Подкрашивать не надо, цвет и так стал более насыщенным, потому что мы скрутили весь фоамиран, он стал как-то ярче. Итак, отрезаем лишнее и буквально по сантиметру-полтора, ну просто удобно, чтобы было клеить. Я маленький не отрезаю, поэтому беру побольше. Примерно по 1,5 сантиметра. Вот такие маленькие полосочки. Все. Это наши заготовки, их тоже нужно немного еще обработать. Мы делаем шляпку гвоздика, я это называю, да. Просто прикладываем на утюг, и фоамиран расплавляется, становится толще. Вот такие вот шляпки для гвоздиков получаются. Сейчас покажу. Утюг должен быть довольно горячим, для того, чтобы так получилось. Вот шляпки. Все наши заготовки так обрабатываем. Это будет верхушка тычинки. Выглядеть вот так. Итак, подготовленные наши гвоздики начинаем наклеивать на заготовку. Наносим клей. Я наношу по чуть-чуть по всей поверхности и прикладываю тычиночки по кругу. Оставляю между ними буквально по полсантиметра, ну то есть как вам кажется наиболее симпатично. Клей очень быстро мерзнет, поэтому по чуть-чуть накладываем клей и буквально там по 2 заготовочки вверх. Пальчиками можете их направлять. Ну, лучше, чтобы они смотрели в разные стороны, да, чтобы не были приклеены друг к другу. И таким образом полностью по всей поверхности расходимся. У меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, как раз 10 заготовочек по кругу я обклею. Из маленького кусочка фоамирана любые остатки, которые у вас остаются, вырезаем небольшую полосочку. Здесь уже размеры я не говорю, потому что делаем на глаз. Вырезаем, складываем пополам, вырезаем полукруги, к центру немножко уже. И вот так. То есть это будет у нас серединная такая заготовочка. У пестика есть вот такая штучка. У альстромерии. Ой, все уже говорю о нашего цветочка. Заговорилась. И тихонечко вырезаем по кругу. Прикладываем. Проверяем, подходит ли размер. Можно сделать чуть-чуть поменьше. И наклеиваем на серединку к нашему цветочку. Сейчас еще подрежу немного. Клей наносим на серединку. Вот сюда, здесь, видите, у меня даже не окрашено. Прикладываем заготовку к центру. И я ножничками вот таким образом проклеиваю. Лишний клей, который остается, обязательно убирайте. Он блестит, светится, он нам совершенно не нужен. После высыхания мы все это убираем. Все лишнее. Итак, начинаем работать с лепестками. Первые 2 лепесточка я всегда склеиваю между собой, прикладываю вот так вот на 1/3 предыдущего. И старайтесь, чтобы носики смотрели вниз одинаково. То есть не вот так, не под наклоном, а именно вниз одинаково. То есть здесь такая спиралька. Все равно он будет немножко наклоняться, но старайтесь делать так, чтобы носики смотрели максимально вниз. Одинаково в одном направлении. Вот таким образом. Можно на самом деле и склеивать и дальше таким же способом. Но я 2-3 вот так вот подклею, а дальше уже смотрю по спирали по цветочку. Сейчас покажу, как это происходит. То есть вот 3 я уже склеила между собой, прежде чем прикладывать на цветочек. Далее вот таким образом прикладываю. Конечно, наша задача перекрыть все неровности прежде всего. Наносим клей и прикладываем. Вот таким образом, чтобы самая круглая часть была внизу, хвостик перекрывал нижнюю часть, ну и, соответственно, цветочек был вот таким образом.
Здесь я тоже подклею по краям, для того, чтобы все лепесточки обнимали. Ну, вот с этой стороны пока не нужно, потому что мы будем добавлять. А с самый первый лепесток мы обязательно приклеиваем к основанию. Вот таким образом, чтобы он приобнимал нашу заготовку. Вот здесь мы будем добавлять дальше, ну, то есть таким же образом по кругу уже лепестки. Видите, вот так. Поэтому нижнюю часть здесь мы прикладываем удобные лепесточки, ну, потому что все равно размер где-то чуть-чуть разный. И аккуратно подклеиваем. Обычно я здесь уже клей наношу на сам цветочек, потому что фоамиран от горячего клея может деформироваться. Лепесточек сам тоже может деформироваться. Поэтому прикладываем здесь уже на ходу. Аккуратно. Смотрите, чтобы целостность цветочка сохранялась, чтобы круг сохранялся. И здесь обязательно было место для следующего. Поэтому подклеиваем аккуратно. Так, смотрите. Можно на самом деле сразу, например, 3 лепесточка между собой склеить, как мы первый раз сделали, да, и добавлять сюда. Здесь уже зависит от самого цветочка, от того, как вы его склеиваете. Кому как проще. Я просто смотрю по ситуации, ну и, соответственно, по ней действую. Поэтому тоже смотрите, как вам более удобно, как вы хотите работать. Ну вот можно сделать вот так. Главное, чтобы лепестки, вот видите, не наклонялись, чтобы они все смотрели вверх, и хвостики были на одном уровне вот здесь внизу. Аккуратно, потому что, вот видите, начинает деформироваться, поэтому я сразу вытягиваю, чтобы лепесточки были теми же самыми, как изначально и задумывалось. Все, соответственно, сюда прикладываем дальше по 3 штучки и обворачиваем наш цветочек. Здесь все аккуратно, это очень подвижно, потому что сейчас мы еще с цветочком работаем, а у нас уже здесь несколько лепестков. Вот видите, чтобы круг был ровным, красивым, чтобы не деформировалось ничего. Повторюсь, работа очень аккуратная, должна быть очень тонкая. Здесь я наношу клей опять же на нижнюю часть. Обратите внимание, у вас здесь тычинки, они тоже могут ездить на горячем клее, поэтому все очень аккуратно. Максимально аккуратно. Здесь опять же оставляем немножко места для следующей троечки наших лепестков. Ну, либо по одному можете добавлять, как вам больше нравится. Вот так подклеили и следующий, подклеили и следующий. Работа тонкая, но зато какой будет результат. Давайте следующую тройку. Ну, здесь уже, я думаю, вопросов не должно возникать. Все и так понятно. Третья тройка игроков. Как в поле чудес. Итак, прикладываем. Угу. И, соответственно, здесь уже понятно, да, что, скорее всего, третья тройка будет последней. Здесь все перекроется, не волнуйтесь. И смотрите, сколько вам нужно еще дополнительно лепесточков, куда их нужно поджать, чтобы все было очень красиво и ровненько. Но главное, чтобы была вот такая спираль, потому что наш цветочек именно так выглядит в природе. Здесь мы уже все потом расправим. Главное, чтобы изначально мы форму могли вот такую создать. И последняя тройка игроков, четвертая у меня получается. Вот видите, как раз дозавершает круг. Все, я закрываю. И здесь уже буду поправлять так, как мне нужно. Просто добавляем клей по всей поверхности и подклеиваем наши лепесточки. Дальше мы будем еще немножко добавлять. Вот видите, у меня поехала тычинка из-за горячего клея, поэтому ее нужно придерживать. Об этом я и говорю. Работа тонкая, но ее нужно сделать. Так, добавляем четвертую. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно все это, аккуратно. И здесь я уже буду подкручивать и закрывать. Вот видите, у меня получился ровный красивый круг с красивым лепесточком, который смотрит сюда. Ну, здесь где-то еще нужно будет, если подклеить, то добавлять, потому что лепесточки тоже подвижные. Чтобы круг был ровный, где-то добавляйте.
Здесь вот я тоже хочу подзакрыть немножко, чтобы вот этой дыры не было. Ну, тут в любом случае мы еще добавим лепестков. Но здесь я тоже хочу чуть-чуть вместе их подогнуть. Вот видите, получается ровный красивый круг. И что самое главное, вот такая вот спиралька, которую мы и добивались с самого начала. Далее идем на второй ряд. У меня здесь дополнительно 8 лепестков, но всегда получается по-разному, поэтому нужно смотреть. Теперь прикладываем просто клей к тем частям, где вы бы хотели добавить. Ну, то есть, чтобы, во-первых, где-то дырочки перекрыть, да, где-то еще что-то. То есть просто добавляем по лепестку по кругу. Здесь уже они не должны быть так близки. Просто добавляем и, соответственно, дальше по кругу тоже перекрываем. Это будет у нас второй рядочек. Добавляем еще клея. И к следующему, где что-то нужно поджать, как раз здесь самое место и время. Здесь уже можно не так близко, но тем не менее, сохраняя рисунок нашего цветочка, соответственно, добавляем на 1/3 часть. Вот так по кругу, чтобы все перекрыть, и лепесточки уже могли немножко отходить от бутона. Видите, я просто добавляю лепесточки. Можно их даже немножко выгибать, то есть эти лепестки как бы уже отходят от бутона. И по кругу, чтобы у нас сохранялся бутон круглый, да, чтобы он был кругленький, красивый, ровненький, мы идем по кругу, соответственно, по той же самой спирали, которая у нас есть в первом ряду. Вот, обратите внимание, я уже практически прошла весь круг. Мне осталось чуть-чуть добавить, то есть здесь уже вот весь второй ряд у меня прошелся. Итак, обратите внимание, я прошлась по второму кругу, у меня получилось еще 12 лепестков, но я вижу, что в некоторых местах есть бреши, поэтому для того, чтобы круг закончить, я еще добавлю пару лепесточков на третий ряд, буквально только там, где это нужно. Ничего страшного в этом нет, они бывают очень пышными, наши цветочки, поэтому не волнуйтесь, просто добавляйте там, где нужно для образования полного красивого круга. Лизианус или эустома бывают очень пышными при открытии, но их особенность то, что все лепестки должны идти по спирали. Вот такой пышный цветочек у нас получился. Следующий шаг. Берем флористический рукав. Прежде обработать нужно обязательно наждачной бумагой. У меня весь рулон обработан уже, поэтому я уже обрабатывать не буду. Но вы понимаете, нужно просто зашкурить для того, чтобы краска лучше ложилась потом. Отрезаем, у меня будут небольшие, получается, стебли, потому что я буду крепить на композицию. Если вы делаете букет, соответственно, рассчитывайте длину вашего стебеля. Далее наносим клей и, соответственно, приклеиваем, чтобы у нас уже была заготовочка здесь подготовлена для чашелистика. Итак, аккуратно наносим капельку клея. И далее подклеиваем. Все, можно несколько секунд подержать, пока клей не схватится. Все, и сейчас будем немножечко окрашивать для того, чтобы у нас стебель был цвета, ну, цвет должен быть примерно таким, но можно чуть-чуть еще осветлить его, сделать немножко светлее. Что поразительно, у лизиануса стебель более светлый, а листья довольно-таки темные. Для работы с чашелистиком вырезаем из темно-зеленого цвета квадрат размером 5 на 5 сантиметров, ну плюс-минус. Берем раскаленный утюг и прикладываем квадратик для того, чтобы он нагрелся. Итак, прикладываем в течение нескольких секунд, быстренько убираем, и пока горячий фоамиран булечкой хорошенечко протыкаем вот таким образом, и у нас получается заготовка для чашелистика. Вот такая. Давайте попробуем еще раз, чтобы закрепить. Берем квадратик,
прикладываем на утюг, очень быстро его убираем и булечкой. Вот такая вот заготовка должна получиться. Теперь нам нужно будет сделать супер тонкие усики у чаши листика. Прорезаем до круглой части, тонкие, примерно 2-3 миллиметра. И много очень срезаем треугольником, вот таким образом, чтобы у нас были тонкие усики и между ними было пространство. Поэтому смотрите аккуратно, срезайте все лишнее, таким образом, чтобы получились тонкие усики. Вот примерно такие должны получиться. По всему кругу срезаем лишнее, проходимся, убираем там, где можно максимально много убрать. И работаем таким образом по всему чашелистику. После того, как вы нарезали вот такие усики, их нужно немного еще сделать тоньше. Поэтому берем утюжок, прикладываем каждый усик к утюгу аккуратно и тянем до конца. Только это нужно делать очень аккуратно, для того, чтобы он не порвался. Видите, они становятся тоньше и крепче. Прикладываем и тихонечко тянем каждый усик. Точно так же делаем со всеми остальными. Повторяюсь аккуратно, потому что он может порваться очень быстро. После того, как мы обработали на утюге, фоамиран становится наоборот плотнее. Это тоже очень хорошо. То есть вот так. Так обрабатываем все и срезаем просто лишнее на концах. Отрезаем лишнее под уголок, чтобы были остренькие концы. И можно будет наклеивать уже на цветочек наш. Аккуратно. Подтягиваем, смотрим, лишнее убираем. И вот такой чашелистик будет готов. Капаем капельку клея на верхнюю часть. И приклеиваем чашелистик аккуратно. Он хорошо все перекрывает. И тоненькие усики видны из-за цветочка. Далее с помощью молда создаем листья. Обратите внимание, чтобы у вас молд был именно вот такой, где два листочка соединены между собой, потому что мы здесь прорезать не будем. Это для удобства и крепления. В природе таким образом листья у эустомы размещаются на стебле. Именно поэтому нам будет очень удобно, если два листочка будут на одном молде размещены. Либо вам нужно будет просто при отпечатывании листочков это учитывать. Итак, у нас получился целостный такой листочек. Мы вырезаем. Сейчас, внимание, как я говорила, мы не будем их прорезать. Они будут вместе держаться на кусочке фоамирана. Вырезаем по молду. Соответственно, здесь уже готовы. Обрабатываем уголочки листьев. Немножко нагреваем на утюге и подтягиваем. И с этой стороны точно так же, для того, чтобы они выглядели более реалистичными. Я просто сгибаю и немножечко подтягиваю, чтобы они смотрели в разные стороны. Я беру светлый оттенок, желтенький у нас 201, и немножечко прохожусь по уголкам и посерединке листочка. Здесь нужно просто придать небольшой оттенок для того, чтобы листочек был пообъемнее. Не просто зеленый, а немножко желтый. Итак, прорезаем небольшое отверстие в серединке ножницами, совсем чуть-чуть. Продеваем по стеблю. Вот такой способ крепления листьев мы еще не использовали. Здесь он будет наиболее уместен, потому что листочки у эустомы вот так вот растут вверх. И их очень удобно крепить таким образом. Капельку клея я наклеиваю на сами листики с одной и с другой стороны. Аккуратно. Если вы не прошлифуете ваш флористический рукав, клей держаться не будет. Поэтому обязательно нужно отшлифовать его наждачной бумагой. Стебель светлый, окрашивать его не обязательно. Он очень натурально выглядит.
Все, то есть вот таким образом листики смотрят вверх как настоящие, крепление очень удобное. Если есть где-то вот такие кусочки с клеем, это все нужно обязательно прочистить и убрать, чтобы было чистенько. Ну, вот такой хороший способ крепления листьев. Цветочек готов, можно крепить к композиции, а мы сейчас с вами создадим закрытый бутон.